Добрый день, с вами ведьма Аграфина и мой канал Магии и колдовства. Занимаюсь всеми видами магии. Это любовная и защитная магия для больших денег, влияние на людей, решение экстренных ситуаций, откуп от дурной судьбы, откуп от смерти, от болезни, переклады, крадники, черная магия, кладбищенская магия, договор с дьяволом, также рассоры, любовная магия, наказание обидчиков. Самый решительный ритуал, когда уже не помогают обычные методы. Сегодня у меня гадание по знакам зодиака с 10 по 16 января 2022 года. Помним, что каждое утро мы просыпаемся, потому что у нас будет солнце. Этому ритму мы подчинены, где бы мы ни находились. Чувствуем или не чувствуем, отмечаем или нет, это влияет на нас. Также влияют более тонкие влияния, тонкие энергии на наше самочувствие, наши эмоции, наш разум, наши финансовые дела и также события, которые притягиваются в нашу жизнь. Итак, мы начинаем на этой неделе с рыбы по всем сферам, влияние высших сил, как они входят. И, конечно, в зависимости от пола, возраста, социального положения, конечно, карты могут отыгрываться по-разному. Так, рыба, мир перевернутый. Карта говорит о том, что вы сосредоточились на чем-то одном. Также карта мир указывает на отложенные некие поездки или контакты с другими странами. Может, если есть такие дела, то они затягиваются. В целом, также эта карта означает выбор среди множества направлений каких-то. Сейчас узнаем, с чем срезонирует эта карта. На работе хлопоты, приятные хлопоты, но ничего серьезного не происходит. Но эта карта хороша больше для творческих людей, для людей, которые занимаются как раз праздниками, детьми. Такое вот времяпровождение легкое. Пока не ясно, что стоит за этими хлопотами, за этим творческим таким вот настроением, как будто вот легкая работа, что какие деньги за этим стоят, пока не ясно. Социум, верховный жрец, карта старшего аркана, да, которая помогает вам. Люди идут вам навстречу, в том числе у вас способность договариваться с ними, говорить с ними на их языке, решать ваши земные дела, договоренности. Очень также хорошая карта. Здоровье. Хроника, которая вы уже давно знаете, что это такое. Может случиться обострение. Также карта о том, что энергетический спад такой. Это чисто указывает на, может, обессилие, какая-то потеря силы, какая-то, может быть, слабость. И в целом карта указывает, что этому предыдущим был какой-то период, что вы хорошо знакомы, с тем, что вас накроет. Вообще такая вот карта затесалась. Зато в личной жизни туз пентаклей, какой-то серьезный, важный итог. То, чего вы так долго ждали. Покупка, переезд, крупная сумма денег. Может быть, вы продаете какую-то недвижимость. Эта сделка наконец состоится. Также карта говорит о том, что отношения переходят в серьезные. В отношениях решаются какие-то серьезные, важные жизненные вопросы, то есть связанные с росписью, если кто не расписан, переездом, где проживать, как решать эти вопросы. Кроме того, такой вот оседлость. И конец недели рыба будет пребывать в мечтах, рисовать себе прекрасные картины будущего. В целом неплохая карта. И даже карта здоровья скрадывает, все остальные скрадывают, как бы вот это вот упадок сил этот, что ли. Наш Овен. К Овну возвращаются какие-то чувства, какие-то люди, которые из прошлого, которые пытаются продолжать с ним какой-то диалог, что-то недосказанное, что-то нерешенное. Вот все эти эмоции снова возникают на этой неделе. Давайте посмотрим, что
О, что пошел откат по работе. Овнов. Старый добрый напряг, то есть может какая-то поломка, кто-то не выйти на работу, какая-то вот такая серьезная засада, что-то не открывается, что-то поломалось. Опять же, это давно уже все шло к этому. Да? Какие-то, может быть, подавали знаки ваша техника, или, может, человек, который говорил давно, что он уходит или не будет работать. То есть вот такая вот карта. И также это может связано с вашим состоянием, что вы не сможете либо добраться, либо выйти на работу. Сейчас посмотрим. Социум. Много контактов, веселья, друзья, беседы. Такая вот дружеская обстановка. Если у вас какие-то серьезные дела, вообще эти всадники кубков, ну они больше люди, которые к вам доброжелательно настроены, но управлять ими надо, потому что они большей частью как бы поболтали и забыли. Учтите, это нюанс. Овны. По здоровью некоторое снижение иммунитета может также указывать на мелкие какие-то там травмы, пальцы, лодыжки, какие-то мелкие суставы. По сути, не означает ничего серьезного, но все равно какое-то снижение. Организм не справляется с какой-то нагрузкой, вот по чуть-чуть. В личной жизни, вот он, наверное, это все-таки пятерка кубков была связана с возвращением кого-то из прошлого. Тот, кто долго не подавал о себе знать, тот, кто долго никак себя не проявлял, или ждал, пока звезда взойдет определенно в определенном участке неба. Наконец это свершилось. Человек вдруг решил резко, активно действовать. Для тех, у кого затянуты отношения, для тех, у кого семья, это скорее какие-то активное времяпровождение вместе с семьей, то куда вы давно собирались, куда-то вы поедете, или вы выполните какое-то дело. Часто также это говорит, что вас что-то не пускал, какой-то, может, не оформленный документ, какие-то были закрытые дороги. Все, теперь вы встали и начали активно решать эти вопросы. Двойка кубков говорит о любовном таком конце недели. Также это может быть любовная встреча, семейное времяпровождение в кругу, такая приятная беседа, также в кругу друзей. Ну, женщинам это даже любовная какая-то, может быть, и знакомство. Такая любовь, дружба, любовь, болтовня. Наши тельцы. Умеренность тельцов кидает из одной крайности в другую. Скорее это указывает на ваше настроение, от воодушевления до депрессии. Ну, такое вот есть. И есть и такое по состоянию, по работе. Приходится возвращаться к какой-то работе, которой вы, в общем, не очень-то и радостно, не очень-то хотите. Или вам что-то заканчивать такое, что вам не очень хочется это делать. Ну, вы были готовы к этому, и вот придется вам это выполнять, некие обязанности королевы мечей. То есть ваш социум, ограничения, наложенные какими-то правилами, возможно, проверка. Женщина, королева мечей, которая может означать также женщину из сферы каких-то госуслуг, проверки всякие на дорогах, в том числе налоговые какие-то органы будут вот вас проверять. Также, если у вас намечены какие-то серьезные дела, то к вам будет там докапываться в судах каких-то, в какие-то разбирательства с государством. Очень много вопросов вам будут задавать. Готовьтесь к тому, что вы будут проверять от и до. Шестерка кубков, новое начинание, подъем здоровья, прилив сил, прилив эмоций, выздоровление. Если у вас была какая-то операция или тяжелая болезнь, прилив сил. Хорошая карта в личной жизни. Повешенный, перевернутый. Может означать, что какая-то нависшая над вами сложная, путанная ситуация разорвется.
что из этого будет. То есть, если у вас какие-то вялые, мутные отношения, они могут вообще сойти на нет по этой карте. Вот разрыв, что окончательно ясно, что тут ничего не будет. Если у вас, наоборот, какие-то тягостные, может быть позитив, что это как бы-то прервется какое-то молчание наконец, прервется какая-то тягостная примирение наконец наступит. Но это зависит от исходной ситуации. Также для тех, кто находится уже в семье, может, вообще карта может означать какой-то все-таки надрыв в отношениях. Так, кто-то считает себя жертвой, да, и теперь вот требует компенсации. Конец недели, 8 мечей. Да, скорее всего, что-то все-таки разборки, когда тельцы у нас земли, они очень долго что-то терпят, тянут ситуацию, земля очень медленная, тугодум, и потом они начинают, но зато они очень быстро потом рвут, как тузик тряпку всех. Вот, что будет разборки. Ну, разборки. Вот, по королеве мечей социум. И также это может быть в личной жизни. Так, близнецы. Близнецов какие-то дороги, триумфальные какие-то быстро меняющиеся ситуации в вашу пользу. Вы добьетесь какой-то вашей ближайшей цели. Она такая очень активная карта. По работе у вас прям радость, наслаждение. Вы наслаждаетесь плодами труда, доходами. Трудоустройство на работе. Прекрасное собеседование. Вообще отличная карта для всех. Для бизнесменов это праздник прям вашего бизнеса. Заключение каких-то важных договоров. Получение прибыли. Изобилие. Социум. Много контактов будет, связей, звонков, переписок. Порешайте, наконец, ваши вопросы материальные. То есть такая вот деловая активность. Деловые переговоры. По вашему состоянию здоровья, 2 кубков перевернуто. Ну, это возможно, что расстройство пищеварения, они не сильно страшные. Но это такое вот что-то не то приняли, не тогда поели. Также эта карта может означать снижение давления. Так, в личной жизни. В личной жизни вопрос денег встает. Причем встает настолько серьезно, что вы понимаете, что партнер вам не помогает. Либо, если вы одинокий близнец, пока речь не идет о личной жизни, пока речь идет о том, что вы обеспокоены больше вашими финансами. Так, ну вот они, финансы эти, с романсами. Идут какие-то траты, в общем, какая тут личная жизнь. Вам важно решить свести ваши доходы с расходами, обеспечить рост финансовый. То есть тут пока вот это на первом месте. Раки. Раки предаются мечтам, прекрасным видениям. Можно сказать, находятся в эйфории такой радостной. По работе очень активны, несмотря на то, что у вас много вопросов. От вас потребуется большой такой вот напряженный период, но вы порешаете все это. Потребуется от вас напрячься, потратить на это энергию. Но учтите, по этой карте все эти вопросы решаемы. Да просто надо действовать. Солнце, верховная жрица, это ваши какие-то непонятные мутные люди, ситуацию. Позитивная карта в том смысле, если вы хотите как раз обратиться к эзотерику, тарологу, астрологу, магу. В этом случае эта карта позитивно отзовется в вашей жизни. Если нет, то люди, с которыми мы сталкиваемся, что-то таят, не договаривают, попускают какой-то туман. Учтите это.
интригуют. Мгм. Прекрасное состояние здоровья, выздоровление, ощущение себя полноты жизни. Также это одна из карт зачатия, кого это интересует. И так, личная жизнь, расходы, семья, покупки для семьи. Рак у нас рачительный, да, все у нас про деньги. Все это про деньги, про обустройство быта, про траты, приятные хлопоты. Также, если вы одинокий рак, пока речь идет о том, что чувства ваши спят, ваши мысли скорее о ваших материальных вопросах, и также вы всех вокруг партнеров потенциальных воспринимаете через призму материального. Справедливость. Рак необыкновенно справедлив, взвешен, спокоен, примет какое-то важное, правильное решение благодаря своей спокойствию духа, уверенности в себе, также решение вопросов, государственных каких-то вопросов в вашу пользу. Справедливость. Рак у нас необычайно на этой неделе прям в своем позитивном ключе. Лев. 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 Звезда. Лев прям вознесся к звездам в мечтах, в каком-то душевном порыве, в далеком очень в планировании долгосрочном находится. В общем, витает где-то среди звезд. По работе очень большая активность, новое партнерство, быстро развивающийся бизнес, прекрасное собеседование, новое трудоустройство, все, можно сказать. Причем это все развивается быстро, командировка с достижением цели. Что расстраивает? Социальные контакты какие-то. Также это может вызывать обиду, кто-то вас обижает, прям вот льва, львища такого. Что-то вам неприятное говорят. То, что вас задевает, обижает, расстраивает. Ну, это куда уже там собрались? Кто это люди? Кто эти люди? Кто обижает Левушку? Так, по здоровью шестерка жезлов перевернута. Ну так вот тут выздоровление тормозит, возможно, проблемы с мелкими суставами на руках, на ногах. В целом состояние здоровья неплохое. По личной жизни, выход из кризиса. Что там за кризис? Я уже у львов. Что там за такое вот башня перевернута? То есть человек выйти из своих ограничений, своих каких-то пиковых эмоций и успокоиться. Вот что удастся на этой неделе льву. Кстати, это для одиноких может означать, что вы наконец выйдете, может быть, из какого-то кризиса, связанного с вашей личным расставанием, ссорой. То есть это примирение может означать также. Ну, такое примирение на уровне. Так, шестерка мечей. Да, вы достигнете какого-то берега. Возможно, также прям напрямую поездка куда-то состоится. Или вы собираетесь в эту поездку, которая обязательно состоится. Также эта неделя вы достигнете всех ваших целей, можно сказать, особенно связанных с вашим развитием бизнеса, движениями, передвижениями, поездками. Ну и в личной жизни успокоитесь, наконец, с вашим кризисом. А с вами была ведьма Аграфена. Все мои контакты для обращения за платными услугами под этим видео. До свидания.